Что если Наруто случайно переместился в мир Фрирен, мир магии, где никто никогда не слышал о чакре? Сможет ли сильнейший шиноби выжить там, где сила работает по совершенно другим законам? Этот и другие вопросы мы сегодня и разберем. Погнали! Чтобы стать еще сильнее, Наруто решается изучить техники своего отца. Его особенно интересует пространственное дзюцу Минато, Хирайшин, техника, которая позволяла мгновенно перемещаться между метками и делала Минато самым быстрым шиноби в истории. Техника Минато оказалась настолько сложной, что даже спустя годы Наруто не смог полностью ее понять. Попытка раскрыть секрет пространственного дзюцу открыла дверь не в другое место, а в совершенно другой мир. Мир, где нет чакры, мир, где правит магия, мир, где время течет иначе. Наруто приходит в себя в незнакомом месте. Вокруг тихо, нет разрушенных деревень, нет следов войны. Природа выглядит спокойной. Но есть странное ощущение. Наруто чувствует энергию вокруг. Но это не чакра. Эта энергия отличается. Она более плавная, более равномерная, более древняя. Впервые Наруто ощущает силу, которая работает по другим законам. Магия. Вскоре он встречает Фрирен, эльфийку мага, которая прожила сотни лет. Она сразу замечает, что энергия Наруто отличается от всего, что она видела раньше. Для Фрирен магия — это точный инструмент, контроль, расчет, понимание структуры заклинаний. Но энергия Наруто кажется ей необычной, более плотной, более живой, более хаотичной, но при этом невероятно мощной. Наруто тоже замечает различия. В его мире чакра зависит от физической и духовной энергии. Здесь же магия требует концентрации и воображения. Но принципы похожи. Контроль энергии, формирование структуры, четкое намерение. Благодаря своему опыту Наруто начинает понимать основы магии быстрее обычного человека. Там, где другим требуется много лет, Наруто адаптируется за короткое время. Он уже умеет контролировать огромные объемы энергии. Он привык формировать техники мгновенно. Он привык сражаться. Фейрим замечает, что стиль Наруто отличается от магов ее мира. Он двигается быстрее, реагирует быстрее, принимает решения быстрее. Он использует опыт шиноби и адаптирует магию под свой стиль боя. Постепенно появляется новая возможность — комбинация чакры и магии. Наруто может усиливать заклинания своей чакрой, может создавать несколько клонов и ускорять обучение, может чувствовать энергию на большом расстоянии. Его сила начинает расти быстрее, чем у обычных магов. Но здесь появляется нюанс. Мир Фрирен отличается от мира шиноби. Главные угрозы уже побеждены. Король демонов повержен, больших войн нет. Мир стал спокойнее, люди живут обычной жизнью. Фрирен путешествует не ради силы, а чтобы лучше понять людей. Она хочет понять, почему человеческая жизнь так коротка и почему воспоминания так важны. Для нее время течет иначе, она живет столетиями. Она видит, как поколения людей приходят и уходят. И Наруто впервые сталкивается с миром, где сила не решает все. В его мире сила позволяла защищать друзей, позволяла останавливать войны, позволяла менять судьбы людей. Но здесь главная ценность не победа, а память. Наруто начинает замечать, как сильно отличаются миры. Он привык двигаться вперед, преодолевать препятствия, стремиться к цели. Но Фрирен показывает ему, что иногда важнее остановиться. Иногда важнее просто провести время рядом с людьми, просто сохранить воспоминания. Постепенно Наруто начинает влиять на Фрирен. Его искренность и открытость напоминает ей о людях, с которыми она путешествовала раньше. Он помогает ей быстрее понять эмоции людей, помогает ей увидеть ценность коротких моментов жизни. В то же время Фрирен влияет на Наруто. Она показывает ему, что не каждый конфликт требует силы. Не каждую проблему можно решить боем. Иногда важнее понять, иногда важнее подождать, иногда важнее сохранить связь между людьми. Со временем Наруто находит новый баланс. Он объединяет чакру и магию. Возможно, впервые появляется сила, которой не существует ни в одном из миров. Он становится сильнее как боец, но также становится более внимательным к миру вокруг.
Его способности продолжают расти. Он может использовать магию быстрее большинства магов, может усиливать заклинания чакрой, может анализировать структуру магии благодаря опыту шиноби. Он становится новым типом воина. Но главный вопрос остается. В мире Фрирен нет великой войны, которую нужно остановить. Нет врага, которого нужно победить любой ценой. Есть только время, которое продолжает идти. И, возможно, время — это самый сложный противник в этом мире. Наруто всегда стремился стать сильнее, чтобы защитить других. Но в мире Фрирен он начинает понимать другую сторону силы. Здесь сила не измеряется количеством побежденных врагов. Она измеряется тем, что остается после битв. Тем, какие воспоминания сохраняются спустя годы. Наруто начинает замечать, как Фрирен ценит простые моменты, тихие разговоры, короткие путешествия, воспоминания о друзьях, которых уже нет рядом. Для нее даже маленькая встреча может иметь значение спустя десятилетия. И именно это заставляет Наруто задуматься. В его мире время всегда шло быстро. Каждая новая угроза требовала становиться сильнее еще быстрее. Но здесь он впервые чувствует, что спешка не всегда делает человека сильнее. Иногда сила — это умение остановиться, умение заметить тех, кто рядом. Наруто вспоминает, что многие его победы были возможны не только благодаря силе, но и благодаря тем, кто верил в него. Благодаря Ируке, Какаше, Джирайя, Сакуре и даже Саске. Благодаря всем, кто однажды поддержал его, даже когда он сам сомневался. И, возможно, именно это и есть настоящая сила, которая позволила ему изменить мир шиноби. Не только мощь чакры, но и способность не отказываться от связи с людьми. Способность помнить, способность продолжать идти вперед ради других. И чем дольше Наруто находится в мире Фрирен, тем больше он чувствует странное спокойствие. Но в какой-то момент энергия вокруг начинает меняться. Пространство снова становится нестабильным. Знакомое ощущение чакры начинает возвращаться. Мир начинает расплываться, будто он держался на границе между реальностями. Наруто резко открывает глаза. Он снова в Конохе. Похоже, он просто потерял сознание от перенапряжения. Возможно, мир Фрирен был всего лишь сном или видением, вызванным истощением чакры. Но ощущения кажутся слишком реальными, чтобы просто забыть их. Наруто задумывается, даже если это был лишь сон, почему он чувствует, что понял что-то важное. Возможно, сила действительно не всегда заключается только в победе. Возможно, иногда важно помнить, ради чего вообще стоит становиться сильнее. И, может быть, именно этот опыт однажды поможет ему стать еще лучше. А как думаешь ты, чему научился бы Наруто в мире Фрирен на самом деле? Напиши в комментариях, хотел бы ты увидеть продолжение этой истории или другие кроссоверы Наруто с разными аниме. Если идея тебе понравилась, поддержи видео лайком. Это помогает расти каналу. И напиши, какой мир стоит объединить с Наруто в следующий раз.